Друзья, нужно помогать тем, кому тяжелее, чем нам. Каждый решает, каким способом. Когда ты уходишь в помощь, тебе становится легче. Если сидеть все время в ленте новостей из разных источников, перебирать их, это с ума можно сойти. Я предлагаю ограничиться какими-то проверенными источниками и не нервировать себя бесконечно. Так можно довести себя до инфаркта. Поэтому спокойствие и без паники, вот состояние ровное, это очень важно, мне кажется, в такой ситуации. И объединяться с теми, кто на нашей волне. С дураками, зомбированными, бессмысленно разговаривать, бессмысленно что-то им доказывать. Это невозможно. Каждый отстаивает свою позицию, железобетонную. Нужно просто действовать. А действие может быть помощь, может быть любое дело, которое мы выбираем. Да, это может быть уборка в квартире, я не знаю, если нет сил писать. Но аппетит приходит во время еды, и можно попробовать писать работы. Работы на острую тему, на ту, которая действительно волнует. Да, еще важный момент, нужно соизмерять риски, которыми мы можем подвергаться в это контролируемое всяческими группами, стоящими на службе у силы, время. Я человек совсем не военный, гуманитарий такой, ботаник. Позицию я свою высказал. Сейчас все чувства обострены, и можно подумать о создании какой-то важной работы каждому из нас. Одна из таких значимых для меня работ – это «Хочешь знак вопроса? Полетим со мной?», над которой я работал довольно-таки долго. Я не знаю, лет, наверное, 30, может быть, потому что, если так размышлять от того времени, когда она появилась, задумка, это была Строгановка. И один из первых вариантов этой работы был написан по представлению, без модели, просто из головы, написан гуашью. Работа, к которой я в итоге пришел, сейчас экспонируется на выставке в Москве. Вы можете ее увидеть и довольно-таки объемный круг работ, коллекцию, которую я представил там. Это первый этаж довольно-таки такого интересного волшебного особняка. Там развешаны все мои работы. Вы можете записаться по телефону, сходить посмотреть, если есть на то желание. Это совсем не копия, не продолжение идеи Врубеля, который, конечно, на меня влиял. Расшифровывать смысл работы я не буду, это, мне кажется, некорректно. Могу только сказать, что идея, которая возникла, это работа о нашем желании. Больше ничего не скажу, уж каждый сам увидит и почувствует. Художнику дан дар, и он должен его использовать по назначению, поэтому задача художника — работать. В любых ситуациях работать. Иначе дар может исчезнуть, взят обратно тем, кто его вас наградил. Лариса Бриль, Слава, расскажи, если можно, как на тебя повлиял Врубель. Так вот, так и повлиял. Сначала это было такое всеобщее студенческое увлечение, изучение стилем, красотой, жемчужина, например. Ой, не жемчужина, раковина. Сколько эскизов сделано. Я только что, буквально 3 дня назад побывал на выставке, и вы видели наверняка, смонтировал материал, 52 минуты. Я показал практически все, что там было. И вы, конечно, обратили внимание на раковину. Я первый раз вижу эту работу, да еще с огромным количеством эскизов. Видно, как продвигалась, как шла работа над этой темой. Когда я был студентом, мы с ребятами засматривались просто иллюстрациями. Интернета тогда не было. Но были альбомы, были каталоги, книги. Мы с ребятами восхищались его работами Врубеля. И первый раз в жизни я вижу акварель «Пирующие римляне». Выставка, конечно, шедевральная. Она, кстати, продлена еще на неделю. Каждая работа мастера Врубеля — это какая-то жемчужина для меня. Это душа художника, страдающая,
метущаяся, влюбленная в жизнь. Я читал, да и читаю сейчас его письма сестре, друзьям. Это что-то такое тонкое, как аромат, нежный аромат, я не знаю, цветка какого-нибудь, фиалки. Вот такое прикосновение к слову, к чувствительность, любовь. Только из такого сердца трепетного могли такие родиться шедевры. Ну и, конечно, весь цикл, посвященный демону, иллюстрации к Лермонтову, оригиналы совершенно волшебные. Море чувств, эмоций. Ну, как повлиял Лариса? Это настоящее. Я еще в юности увидел, что это настоящее. И высочайшего уровня переживаний, которые кристаллизовались в работах. Мне тоже раньше казалось, что работы не закончены. Пирующие римляне. Не закончено. Но какая красота в незаконченности. Каждое пятно на своем месте. Какая сила в этом, красота. Я буду работать дальше, сложно, но буду работать. И если кому-то это не нравится, кто против, вы можете тихо покинуть нашу палату. Ну, а для тех, кому важно развиваться и совершенствовать свое мастерство, я сейчас буду работать над уроком для вас. Красота ведь спасет мир, значит, ее нужно делать. Я поздравляю женщин, моих любимых женщин, с праздником весны. Мой скромный подарок для вас в моей онлайн-школе. Заходите. Я выпускаю новое видео в своей онлайн-школе. Это совершенно просто пошаговая инструкция, что ли, где очень удобно видеть, как делаются замесы. Каждый замес не пройдет мимо вас. Все видно, как делается замес, почему, и объясняется каждый мазок, сочиняется композиция. И я довольно-таки долго пишу, это видео 1:40. Вот этот натюрморт, который я написал, он так писался. И уже он был, в принципе, через 40 минут. Его можно было оставить, но я продолжал дальше, потому что я искал новые решения. Новое, на мой взгляд, более выразительное, более интересное решение. И вот этот момент, когда ты неуспокоенный, счищаешь, переделываешь, ищешь какие-то варианты и вносишь в работу, в общем-то, серьезные изменения, добиваясь точности передачи тональных и цветовых отношений. Вот об этом этот урок. Все очень досконально разобрано. Очень рекомендую тем, кто смотрит мои уроки.